Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем превращать обычные стеклянные банки в замечательные шпагатные фонари. Для таких фонарей подойдут электронные свечи. Размеры фонаря напрямую зависят от размера банки. Основание можно делать как круглым, так и квадратным. Такие фонари я придумала еще несколько лет назад, и по ним у меня есть отдельный мастер-класс в фоторежиме. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Для фонарика понадобится стеклянная банка с закручивающейся крышкой, гофрокартон, мешковина, термопистолет, полимерный клей, шпагат, кружево, а также дополнительные материалы. Более подробный перечень материалов вы, как всегда, найдете в описании под видео. Для работы необходимо использовать банку именно с закручивающейся крышкой. Перед началом работы банку обезжириваем. Я использую средство для снятия лака. Мешковину нарезаем на полоски шириной приблизительно 1,5-2 см. Длина полосок равняется высоте банки, начиная от плечиков. При помощи полимерного клея равномерно приклеиваем полоски на банку. Далее будем использовать шпагат. Если у вас небольшой опыт работы с полимерным клеем, то для удобства его лучше перелить в небольшой мягкий тюбик с узким носиком. Из гофрокартона вырезаем 5 одинаковых кругов диаметром 12 см. Диаметр моей банки 9 см. 3 детали склеиваем между собой, а в двух других делаем отверстие немного больше диаметра банки. Вставляем банку в отверстие и намечаем простым карандашом место приклеивания шпагата. Далее до намеченной линии оклеиваем банку шпагатом. Витки шпагата старайтесь прокладывать близко друг к другу. Шпагатную нить оставляем не отрезанной, так как в дальнейшем будем продолжать оклеивать картон.
Для того, чтобы банка прочнее приклеилась, я применяю полимерный клей и термопистолет. Делаем петельку, через которую протягиваем еще одну петлю и закрепляем. Затем через каждую петельку протягиваем нить, которую стягиваем до необходимого размера. То же самое можно сделать при помощи крючка. Перед работой крышку обязательно процарапываем крупнозернистой наждачной бумагой и обезжириваем. Для крышки, так же как и для донышка, использую 5 одинаковых кругов из гофрокартона диаметром 12 см, 2 из которых склеиваем между собой, а в следующих 3 делаем отверстие, которое должно быть немного больше размера крышки, так как гофрокартон мы будем оклеивать мешковиной, и соответственно диаметр отверстия немного уменьшится. Поэтому нам необходимо будет сделать запас. Дальше все то же самое, как и в донышке. Вырезаем полоску из мешковины, которая по окружности должна быть на сантиметр больше, чем картонная основа. Припуск на загибку со стороны крышки должен быть около 4 см, а вверху около 2-3 см.
По краю крышки приклеиваем подходящее кружево. Я использовала обычное хлопковое светлое кружево, которое красила смесью растворимого кофе, какао и клея ПВА. Для верхней части крышки понадобится 6 одинаковых кругов из гофрокартона диаметром 7 см, 5 из которых склеиваем между собой. В шестом делаем 2 параллельных надреза. Для имитации кольца можно использовать бумажную бобину, проволоку или круглую пластмассовую бутылку. Дополнительно для прочности в пластике делаем отверстие и скручиваем проволокой. Далее из мешковины вырезаем круг диаметром около 15 сантиметров. Далее нам понадобится прочная тесьма. Я буду использовать кусочек кружева, который оклеиваю мешковиной.
Фонарь с круглым основанием готов. Вовнутрь можно разместить электронную свечу или светодиодную гирлянду. На свое усмотрение дополнительно фонарь можно украсить стразами или кофейными зернами. Теперь приступаем к изготовлению фонарика с квадратной основой. Показывать начало я не буду, так как оба фонаря сделаны по одному и тому же принципу, то есть равномерно приклеены 4 перегородки, а также верх и низ оклеен шпагатом. Нитку я не срезала. Из гофрокартона вырезаем 5 одинаковых квадратов размером 12 на 12 сантиметров. 4 квадрата склеиваем между собой, а в последнем делаем отверстие по размеру донышка банки. Для крышки те же размеры, склеиваем между собой 2 квадрата, а в 3 остальных делаем отверстие немного больше, чем диаметр крышки, так, чтобы вместилась сама крышка и ткань, которая будет заходить вовнутрь. Для верхушки понадобятся квадраты размером 8 на 8 сантиметров. Я вырезала 7 штук. Все детали, кроме одной, склеиваем между собой. Из мешковины вырезаем квадрат размером 19 на 19 сантиметров и приклеиваем его на основу. Здесь можно использовать как полимерный клей, так и термопистолет.
используем мешковину размером 14 на 14 сантиметров. Полимерным клеем приклеиваем мешковину к основе и прорезаем отверстие. Полоску из мешковины, пропитанную полимерным клеем, дополнительно для прочности склеиваем пополам при помощи термопистолета. На крышку, так же как и на донышко, приклеиваем мешковину. Обратите внимание, здесь важный момент. Сначала необходимо очень плотно закрутить металлическую крышку на банке, а затем уже приклеивать картонную часть, чтобы верхние и нижние квадраты четко совпадали. Далее украшаем фонарик на свое усмотрение.
Я дополнила его косами из шпагата, кофейными зернами, кружевом, а также небольшими узорами над окошками. Из обычной банки получился вот такой замечательный фонарик с квадратным основанием и крышей. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. И еще раз всех вас поздравляю с наступающими праздниками. Пусть волшебным образом сбываются все ваши добрые мечты и желания. Благодарю вас за поддержку, за комментарии, за лайки. Гости канала, если вам нравятся мои видео, не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Желаю всем вам творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!